Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры, вот, World of Tanks, и сегодня у нас обзор премиальный ПТ-САУ, акционный, правильно говорить, вот, советской 5 уровня Су-2 122. Да-да, та самая ПТ-САУ, которая сейчас падает из новогодних коробок. Основная отличительная черта этой машины, конечно же, это то, что это первая в игре двухствольная ПТ-САУ. Первая. Вот, и давайте по порядку разбираться, поглядим. Сначала с вами бронирование. Погнали. Итак, вот наша ПТшка. Ну и давайте по порядку. Все-таки разобьем на корпус и рубку. Вот так будет удобней для понимания брони. НЛД, да, корпуса у нас 95 в приведенке. ВЛД 90. 98 вверху, 97, 96 здесь. Давайте, центральная часть, там, 90 групп. Ага, пулеметное гнездо 53. Так вот, крепкий ли это корпус? Безусловно, крепкий. Реально крепкий. На 5-м-то левеле, если еще рамбануть, тут уже приведенки сотка, внизу вообще 140. Корпус реально неплохой. Но зачем вам туда кто-то будет стрелять, когда у нас есть вот такой вот телевизор, как у вас дома, квадратный, да, с броней в 60. Вот, щеки у нас рикошетные, но туда тоже никто не будет стрелять, потому что есть вот такой вот телевизор, да. Теперь давайте поглядим маска орудия. Маска орудия 60. Вверху 89, 60, 60, 60, 60. Короче, стреляйте в телевизор, но не стреляйте, старайтесь вот в эту часть маски. В остальном пробьете 100%. Это даже не анти-СТ броня, это даже не анти-ЛТ броня. Вас сюда одноклассники все будут рвать просто в клочья. Поэтому какая это ПТ-САУ? Правильно, кустовая. Про штурм слово здесь, да, в привязке к ПТ-САУ даже говорить не приходится. Так, с броней разобрались, идем смотреть орудие. Итак, у нас 122 миллиметровое орудие спаренное, 2 ствола. Альфа у нас 450 на фугасе и 370 альфа на там бронебойный или кумулятивный снаряд, я что-то стопе. Сейчас, секунду. Кумулятивный, точно. Кумулятивный снаряд, да. Угу. Заряжается пушка у нас. Каждый ствол на стоке по 12 секунд. Время между выстрелом и переходом к заряжанию орудия 5 секунд. Вот. Время на залп, когда вы зажимаете какую-нибудь кнопку и выдаете из двух стволов, 3 секунды залп производится. Поэтому из вашего прицела враг вполне себе может уехать. А перевести пушку, прицеливаясь залпом, будет затруднительно. Вот, разброс просто сумасшедший, 0.48 практически как на арте. Время сведения, кстати, орудия 3 секунды, что тоже не есть хорошо. Вот, давай теперь обсудим оборудование. Учитывая, что у нас прям совсем некомфортное сведение, обязательно нужно ставить приводы усиленные. Учитывая точность орудия, рекомендую ставить прицел улучшенный. Ну и, конечно, досыл, раз его можно сюда поставить, грех им не воспользоваться. По снарядам. Основной осколочно-фугасный снаряд. Это тот, который дешевый, да. Летит он невероятные 515 метров в секунду. Практически как арта. Вот. Голда у нас кумулятивная, летит 412. Такое себе прям. Особенно если стрелять на расстоянии средней и большой дальности. В упор, понятно, ничего. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель ставьте автоматически. Желательно, я поставил допаек. У нас просто колоссально огромный экипаж. 6 членов экипажа. Вот, перки вы сейчас видите перед собой в табличке. Вот, по орудию минус 6. Совок. Советский танк ПТ-САУ Совок минус 6.
Хотя вот так, если посмотреть, ну есть куда гнуться-то орудие. Но все равно минус 6. По ХП все по нищему. Ну, мы все-таки на пятых левелах. 480. Ну, такое себе. Мобильность. Вот мобильность у нее такая средняя. 45 максималку, но она редко их набирает. В основном около 40 ей. 14 назад. 14,5 лошадей на тонну удельная мощность. По незаметности. Так, а перк незаметности у нас не у всех вкачан. Я бы даже сказал, у двоих из всего экипажа. И вот сейчас 21. Я думаю, где-то до 32 точно раскачать можно. По обзору нищий, очень нищий обзор в 316 метров. Нас тяжи пересвечивают на пятом левеле. Не то что СТшки, но уж тем более ЛТшки. Да. По плюсам и минусам данной ПТ пока по характеристикам и внешне. ПТшка огромная. Что в профиль, что в фас. Попадать в нее легко. А учитывая, что в рубке, да и в маске орудия нету брони, как бы это проблема, это жирный минус. Подвижность плюс, но с минусом. Потому что, ну, не прям она, скажем так, быстро набирает. Не, максималку она, кстати, не набирает. Вот. Максимальную скорость возможную, назовем это так. Поэтому плюс с минусом. По пушке сплошные минусы. У ВН нету, снаряды очень медленные. А как из нее стрелять-то с такой скоростью полета снаряда без УВН и все такое. Но есть безусловный по пушке плюс. Это барабан, система дозарядки, то есть в принципе удобно. Но я на ней уже поиграл и хочу сказать, по пушке в принципе, ну, наверное, правильно сказать, минус. Так, по незаметности. В принципе, это ПТшка, она, как все ПТ-САУ, не светится, с незаметностью хорошо, но вот этот высокий профиль в достаточно большом количестве кустов вы будете светиться, потому что будет видно верх рубки, потому что ПТшка невероятно высокая и огромная. Да. По обзору жирный минус, потому что обзора на этой ПТ-САУ нету от слова совсем. Вот, предлагаю уже отправляться в бой. Давайте попробуем, пощупаем, посмотрим, а что же это такое Су-2-122. Поехали. Так, попали на Энск. Обзор боем ПТ-САУ советской двухствольной Су-2-122. Новый вид ПТ, двухствольный. Вот, 5-й левел. Акционная машина. Падает сейчас из новогодних коробок. Вот. Ну и чё, и как на ней тут играть нам в Энске? Такое себе. Так, ПТшек у них немного, но есть. Да, выбор у нас небольшой по позиции. И никто тут не подсветит, да? Да. А я что-то сам себе светить не хочу, учитывая, что у меня еще и обзор не самый лучший. О! Есть. Есть, но на... Стукнула ПТшечка вон там. Такое себе.
Просто блиндануло и все. Да. Счет 3-5. Вангар. 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 Гаденыш, меня ведь целит. Так, ну 1200 дали. Так, у нас тут потный поджим. Все в говне окружают. Не пробил. Пробили. Дали. Ну, сейчас в ангар едем. Я не успею зарядиться. Ну, ребята, не стыдно и 2300. На 5-м левеле. Я думаю, этот урон это на отметку. Вот так надо играть. Но здесь слив, переигрывать не буду. Переигрывать не буду. Ну, не стыд, 2300. Да, с пятерками, я думаю, она будет нормально, с четверками играть. С шестерками уже сложно. С семерками вообще будет жесть. Плохое сведение, медленное, нету брони. Вот. Это вот основные оценочные характеристики данной машины. Вот. Короче, не каждый на ней сможет. Крайне на ней будет тяжело. Она по геймплею, по сути, будет напоминать КВ-2, только без брони. Есть плюс. Это система дозаряжания барабана. Да, это безусловно, есть плюс, но очень долго сводится и нет брони. Такая двухствольная КВ-2. А-ля. Еще башня крутилась бы, был вообще огонь. О, нам видели, что выписали. Да, спасибо. Все, я понял. Первое место по урону, причем в двукратном и более, чем у всех остальных. Еще раз, сложная ПТшка, геймплей сложный, но можно на ней что-то делать с умом. Это основные критерии. Плюсы — это барабан с дозарядкой, а все остальное минусы. Подвижность, отсутствие брони, по пушке сведение, ну, скорость полета снаряда тоже, кстати. Так что как-то вот так. Ребят, пишите свои комментарии, кому она выпала, катали на ней, не катали, какое оборудование использовали, как она вам в целом. А я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.